Я как со стороны смотрел на другие выборы раньше в России, я считал, что все проходит более-менее нормально. Но сейчас, когда я участвовал как наблюдатель и именно очень много занимался этими вопросами со всей стороны, я должен менять мое мнение. Потому что сейчас я считаю, что неправильно сказать, что все прошло хорошо, потому что все прошло отлично. И здесь есть причина, почему. Потому что к выборам в России, к демократическим процессам в России есть огромное недоверие со стороны граждан, наверное, каким-то образом, но больше всего западная пресса. Вот. И поэтому России придется проводить выборы 10 раз лучше, чем это делается, например, в США. Вот. И поэтому были эти беспрецедентные меры. И можно спросить, зачем? Зачем это делать? Почему так хорошо надо? Почему надо такие огромные усилия? Но это именно, чтобы снять это недоверие. Если посмотрим, например, списки избирателей. Во-первых, надо помнить, что Россия, как и большинство цивилизованных стран, государство обеспечит списки избирателей. Когда США это избиратель сам, который должен озаботиться о том, чтобы он был в списке, он должен подать заявление, чтобы регистрироваться. В этих заявлениях он должен большинство из штатов раскрыть принадлежность к партии. Он должен сказать, что я избиратель и поддерживаю демократическую партию. Я избиратель, поддерживаю республиканскую партию. Ну, что это за секретность выбора в таких условиях? А кроме того, они должны еще и свою расу, так называемую расу, там тоже сказать, что я черный, и я поддерживаю демократические партии. Вот. В России таких недемократических процедур вообще не бывает. Опять сравнивать. США публиковалось в феврале этого месяца исследование, где говорится, что 24 миллиона граждан неправильно регистрированы, хотя они старались регистрировать. Они не могут участвовать в выборах. Там в списке есть 2,5 миллиона людей, которые уже умерли. Они числятся там как избиратели. Там есть 3 миллиона избирателей, которые числятся как избиратели в разных штатах. В России на думских выборах были 700 тысяч человек, которые не были правильно регистрированы. Сравнивайте, 700 тысяч и там 24 миллиона. Я хочу просто, может быть, свои эти наблюдения закончить тем, что сказать, что реально никаких проблем не были. В какой-то большой стране есть технические проблемы, как я сказал, насчет этих регистраций и так далее. Но просто мы находимся в состоянии информационной войны, когда из Запада хотят все время придумать что-нибудь и с этого поднять шум. У меня была возможность наблюдать за выборами в Уфимской области и в Башкортостане. Я побывал на 10-12 избирательных участках, и с моей точки зрения выборы проводились корректно. Проблем с голосованием, проблем с камерами не было. Мы смотрели
на происходящее на всех избирательных участках, и мы могли выбирать те участки, которые мы хотели посетить из списка избирательных участков, и мы наблюдали там за выборами, общались с наблюдателями от других партий, и они мне сказали, что они не видели никаких проблем в организации выборов. Но я, естественно, могу говорить всего лишь о выборах в Уфе, не о всей России. Вчера я с моими коллегами, депутатами Польского Сейма, которые тоже вошли в состав нашей делегации, нас в Россию пригласили неправительственные организации. Мы вчера посетили 7 избирательных участков в Тульской области, в городе Тула, в городе Винев и в деревне Горьево в Виневском районе. И могу сказать о наших впечатлениях про то, что мы смогли увидеть вчера. Во-первых, мы заметили одно нарушение. Честно, мы этого не заметили собственно, но нам сказали об этом местные наблюдатели, с которыми мы в каждом из участков разговаривали. Дело в том, что в одном из участков им просто члены комиссии, председатели, члены комиссии избирательной не дозволяли делать их работу, наблюдать, как они хотели. Просто наказали им сидеть там, на стульях в уголе. И нельзя им было ходить, там, бюллетени смотреть, листать у ящика и так далее. Это было во-первых. А во-вторых, еще одно дело, не очень серьезное. Я объясню почему. Я имею в виду то, что в избирательных участках, кроме одного из 7 этих участков, мы не заметили подъездов для инвалидов. Да? Но это, как я сказал впереди, не очень серьезная проблема, потому что были ящики в каждой из комиссий, думаю, 3 ящика, с которыми члены комиссии, наблюдатели ездили по квартирам к этим избирателям, которые звонили в комиссии и спрашивали об этом.